Давайте начнем. Беги, Сокджин. Ой, я сказала BTG. Ой, я только что сказала BTG. Да, ребята, всем привет. Армии, которые уже посмотрели BTS News, знают, что я главный ведущий Джин. Ой, да ладно тебе. Всем привет, я настоящий главный ведущий BTS News, Джей. А нет, армии, которые уже видели видео, знают. Я главный ведущий. Осмелюсь это сказать, что я, вероятно, более подхожу на эту роль. Тогда почему ты участник BTS, вместо того, чтобы быть ведущим? А что? Что тебе больше нравится? Конечно же, я не знаю, что я могу сказать. Быть ведущим тоже круто, но лично для меня BTS больше подходит. А, правда? А если ты так думаешь, тогда можешь закончить быть ведущим. Что говоришь, мне быть ведущим? Ну хорошо, тогда мы не можем продолжать эту битву за роль ведущего. Так что хватит об этом, ребята. Главного ведущего BTS News не существует. Правильно, да. Итак, мы собрались, чтобы выбрать кого-то для этой роли. Да, армии, которые уже видели новости, знают, кто этот человек. Но мы не знаем, кто это. Армии, которые видели это видео в будущем, верно, но мы должны выбрать ведущего через сегодняшнюю игру. Поэтому они будут ведущими, чтобы все видели это в новостях. Будущее может измениться. Это видео станет общедоступным после того, как это видео станет общедоступным. Конечно, я буду тем самым ведущим, да? Если хочешь, можем провести тест. Какой вид теста? А что нам сделать? Еще до того, как мы проведем тест, я уверен, что я выиграю. Ты уверен в себе, определенно. Неважно, какие тесты. Давай сделаем все, что ты хочешь. У тебя хорошее произношение. У меня лучшее произношение. Он лучше всех умеет давать ответы. Хорошо, тогда давайте начнем тест. Прежде всего, быть главным ведущим, по-твоему, важно? Думаю, у ведущего должно быть хорошее произношение. Да, точно. Итак, первый тест, чтобы увидеть, как быстро вы можете произносить точные предложения с точным произношением. Человек, который прочитает предложение быстрее всего, побеждает. Джей, ты уверен в себе? Я же рэпер, да? Ты рэпер, точно. А я быстрее любого другого? Ой, не могу дальше. Ты дал много концертов в последнее время, да? Да, очень хорошо, молодец. Тебе придется быть начеку. Я покажу тебе, что такое быть настоящим ведущим. А ведущий должен быть похож на... Ты устал? Я вдруг перестал что-либо делать правильно. Тогда я покажу тебе, как выглядит настоящий ведущий. Хорошо, начнем прямо сейчас. Начнем. Мы будем считать секунды. Я потрясающий, я никогда не ошибусь. Можно сказать, что роль ведущего мне подходит. Итак, пожалуйста, ребята, отдайте мне предложение. Блюдо, которое я рекомендовал, было овощным пимпабом. А для овощного пимпаба вам просто нужно положить 5 разных видов зелени и соусов. Очень-очень хорошо перемешайте с рисом. Можете поставить гучуджан, дучиджан, соевый соус и самджан. И рядом с заводом по производству соевого соуса это фабрика по производству самджанга. Отличная работа. Это было потрясающе, даже сам удивился. Мне удалось так хорошо сдать этот экзамен. Как я сдал этот тест без ошибок? Подожди, мои глаза начинают расходиться. Да я тебе их отшлепаю. Это было очень хорошо. Ладно, хорошо. Я начну. Я хотел бы порекомендовать курицу кальгуксу. Острый куриный кальгуксу хорош, но нежный куриный кальгуксу тоже хорош. Армии, вам нравятся острые цыпочки? Я хотел бы порекомендовать курицу кальгуксу. Я бы хотел порекомендовать курицу кальгуксу. Острый цыпленок кальгуксу. Я бы хотел порекомендовать курицу кальгуксу. Острая курица. Ты тупица? Я бы хотел порекомендовать курицу кальгуксу. Острый куриный кальгуксу хорош. Но нежный куриный кальгуксу тоже хорош. Армия, вам нравится острая курица кальгуксу? Или вам нравится нежный куриный кальгуксу? Мне нравятся и острые куриные кальгуксу, и нежные куриные кальгуксу. Сегодня как насчет еды? Либо острая курица кальгуксу, либо нежная курица кальгуксу. По вашему вкусу. Ух ты, это было хорошо. Честно говоря, у меня было сложнее. Я тоже могу это прочитать. Сделай это хотя бы раз, давай. Это очень сложно. Если сможешь это сделать, ты сможешь стать ведущим. Я хотел бы порекомендовать курицу кальгуксу, острую куриную кальгуксу, но нежная кальгуксу тоже хороша. Армия, вам нравится острая курица кальгуксу? Или вам нравится нежная куриная кальгуксу? Я хорошо справился, да? Джин Хён победил без сомнений. Джей, ты был тоже быстр. Может быть, около 6 секунд. Ты был правда хорош. Я очень удивился твоим навыкам. Но я потерялся в этой области. Хотя могу выиграть следующую игру. Да, Джей, наша надежда, так что следующая игра, можно надеяться на хороший результат.
Цитаты, да, верно. А давайте перейдем к следующему тесту. Хорошо, следующий тест. Это способность описывать ситуации. Это означает, что ведущий должен уметь описывать ситуацию. Джин, а ты действительно не знал этого, да? О, да, я не знал. А наблюдение за ситуацией и представление, а то, что происходит, это качество главного ведущего. А я думаю, что это правильно. Ну тогда, а как мы проведем тест? Мы будем смотреть на изображение и составлять предложения для его описания. Но если ты повторишь одно и то же дважды, ты будешь дисквалифицирован. Нахождение новой ситуации из того же изображения является целью этого теста. А на самом деле, я немного слаб в этом. Ты должен выиграть этот раунд. Я выиграл предыдущий, так что если я выиграю еще и этот, это будет конец. Что? Пожалуйста, составьте предложение для этой ситуации. 7 человек сидят в ряд. О чем же они думают, сидя там? Почему они там сидят? А можно ли использовать они? А, правда, нельзя? Не проблема. Главный герой здесь — это Джей. Причина в том, что я в середине. Он сидит в центре нескольких мужчин. Центральный персонаж — Джей. Он выглядит очень круто. А я не понимаю, что ты говоришь. Что ты пытаешься сказать этим? 7 мальчиков сидят в ряд, но эти люди на самом деле взрослые мужчины. Их... смотря в том направлении, это не вызывает проблем. А думаю, что проблема во мне на самом деле. Хорошо. Ничего страшного. Это было очень хорошо. Я думаю, это тренировочный раунд. Ладно, не будем повторяться. Я закончил. А ты закончил? Я закончил словом «хорошо». А, правда, да. Теперь тренировочный раунд окончен. Ладно. Ты понял, как это должно быть, да? Да, я знаю, что делать. А начнем с меня? Хорошо. О, это Пак Чимен, это Джей Хоуп, это Ким Тэ Хён. А есть еще Ким Нам Джун. О, Мин Йон Ги. А вот и Чон Чон Гук. А вот и Ким Сок Джин. Теперь эта команда из 7 человек называется BTS. В этой команде много разных людей. У них много талантов. Они действительно хороши в пении, в рэпе и в танцах. За это они получают много любви. Естественно, их песни дают людям утешение, оказывают влияние и дают мотивацию. Одна песня, которая была сделана таким образом, была песней на этом изображении. Она называется «Butter». «Butter». Эта песня стала глобальной... Время вышло. Это Пак Чимен, это Чон Чон Гук, это Ким Тэ Хён. Если ты будешь так вести репортаж, будет много жалоб от зрителей. Такому ведущему нет здесь места. А это может быть своего рода стратегия. Ладно, я начну. Они делают то же самое. О, это Пак Чимен! Что же делают эти 7 человек? Как я вижу, я думаю, они гладят. Но приемлемо ли это? Гладить людей? Или это неправильно? Я обеспокоен тем, что это может быть на самом деле. Это проблема нашего общества. Тем не менее, можно увидеть тенденцию через этих людей. Это как влияние в нашей социальной структуре. Негативное влияние, да? Да. Глядя на этих людей, можно сказать, что они друзья. Или эти люди собрались для общего хобби. Мы можем долго рассуждать об этом, но если вы подумаете получше, вы можете увидеть, что их глажка неуместна. Это очень неэстетично. Время истекло. Ты тоже в нашей команде вообще-то? Разве моя речь не лучше, чем это, Пак Чимен? Ладно, ладно. Ну и как это было? Мне было очень трудно. Я пытался подойти к этому как... видеть ситуацию и сочинять историю, вместо того, чтобы рассказывать о нашей команде. А как для тебя это было, Джей Хоуп? На основе изображения нужно было дать название, составить предложение. Это было нелегко. Дорога к тому, чтобы стать главным ведущим, определенно нелегкая. Конечно, все сложно. Да-да-да, тогда пойдем дальше. К последнему тесту. В качестве ведущего тебе нужно сохранять спокойствие в неожиданных ситуациях и говорить гладко. Да, это сложно, очень сложно и важно. Это тест на рефлексы. О, рефлексы. Здесь есть коробка. Нужно выбрать 5 случайных ключевых слов и закончить предложение в течение 30 секунд. Когда-нибудь делал уже такое? А ты? Я делал однажды. Правда? Я не делал. Случайные ключевые слова заставляют меня немного нервничать. Но я думаю, как-нибудь это сделаю. Это лучше, чем курить
куриные кальгуксу. Ну тогда ладно. Стоит ли мне начать? Да, давай, я думаю, у тебя получится. А не думаю, что у меня получится. Ладно, начнем. Я начну. Готовы? Начали. Феста — это феста. А я начну сначала. Подожди, время еще идет. Быстрее, быстрее. Продолжается. Итак, феста началась. А время идет. А на этой фесте, кажется, энергия всей вселенной собрана здесь. А вся энергия собрана здесь. И вдруг мой ХВ просто выпал из вселенной. Но при приближенном рассмотрении это оказалось не так. Это был куриный кальгуксу. У меня должно быть странное зрение. А мои глаза смотрят, но мне кажется, что мой мозг не может это превратить в слова. И тогда я говорю: подождите, подождите. А это конец. А слово «время» немного сбило меня с толку. Ладно, хорошо. Я провалился. А нет. А мне стоит начать? Хорошо. А в этом году феста — это феста, чтобы отпраздновать нашу 12-ю годовщину. Итак, если мы оглянемся назад, а потому что это 12-я годовщина, у нас много воспоминаний. Лачи Булала — одна из них. А есть ли что-то связанное с коробкой? У Джей Хоупа есть история, связанная с коробкой. Такого рода вещи уже могут быть включены. У нас есть такие вещи, потому что сейчас 12-й год. BTS хотели продержаться долго. Итак, мы в такой ситуации. Итак, что ты думаешь о тунце на ужин? Думаю, что я смог сделать это лучше. Я мог бы преуспеть, даже если бы мы поменялись текстом. Это было очень сложно. Сложно ведь? А дай-ка я попробую. А я уже видела эти слова. Итак, это 12-я годовщина феста. Эта 12-я годовщина заставляет меня чувствовать себя лучше Булала. А видите это? Вот это. А знаете, что это? Это коробка, полная мечтаний. Итак, мы увидели эту коробку, наполненную мечтами. Что насчет тунца на ужин? Сегодня на ужин будет тунец. Сегодня на ужин будет тунец. Это так сложно? Да, это нелегко. Это заставляет меня задуматься, как бы это было, если бы у нас были другие участники здесь. Думаю, Намджун был бы хорош. А Намджун мог бы просто составлять предложения в мгновение ока. Да, он такой. Итак, мы закончили со всеми тестами. И кто же будет главным ведущим? Барабанная дробь. Мне любопытно. Барабанная дробь. Не расстраивайся слишком сильно, если не ты будешь главным ведущим, Джей Хоуп. Ну, теперь главный ведущий — это я. Признаюсь, в первой игре было сложно. Но во второй и третьей я чувствовал, что я буду ведущим. Да, есть этот непредсказуемый элемент. Теперь давайте вместе проверим результат. Ну что ж, результат — барабанная дробь. Опыт ведения различных премий и развлекательных шоу. Он знает много отцовских шуток. Кандидат на должность ведущего Джин. Жизнь — вечная вечеринка. Гордый сын Кванджу. Кандидат на должность ведущего Джей Хоуп. Номинант на роль ведущего Джин. Ух ты, Джин! Поздравляю с назначением на роль главного ведущего, Джин. Тебе придется очень много говорить, а тебе придется быть ведущим на разных мероприятиях. А я так счастлив. Ты будешь в центре внимания. Верно. Ты хорошо говоришь. Верно. А еще ты умеешь хорошо делать шоу. Ты очень остроумный, вот почему ты стал ведущим. Я так счастлив сейчас. Поздравляю тебя. Пока я исполняю главную роль ведущего, а что будет делать Джей Хоуп? Джей Хоуп, который, к сожалению, не победил, будет репортером. Ай, подождите. Репортер, прогноз погоды, репортажи. Надеюсь, Джей Хоуп все это сделает. Да неужели? Я должен был выиграть. А в любом случае, поздравляю, Джей Хоуп. Хорошо, что я сделал все возможное. Почему ты не приложил все усилия? Я даже заранее готовился к этому. Острый цыпленок кальгуксу. Ну и как вы это восприняли, армии? Хорошо ли мы донесли новости? Пожалуйста, проверьте BTS News еще раз, чтобы увидеть, насколько хороший ведущий Джин. Давай прокомментируем сегодняшнюю игру. А в каждой ситуации нужно быть осторожным. Осторожным. И сконцентрированным. Да, это необходимо. А вот что я сегодня чувствовал. А я думаю, ведущий будет иметь больше ролей. А я был с тобой немного мягок. А правда? Спасибо. Но в любом случае, это все для наших армий. Так что, будь то ведущий или репортер, или кто-то еще, я думаю, что все это имеет смысл. Мне было весело. А мне тоже было весело. И было забавно увидеть недостаточные навыки произношения у Джей Хоупа. Это было остро. Что насчет острого тунца? Острого тунца? У меня есть предварительное обязательство. Правда? Итак, у нас была возможность услышать наши решения и комментарии. Сегодня было весело и приятно главному ведущему Джину. И еще раз поздравляю, аплодисменты. Да, поздравляю. Армии, вам нравится 12-я годовщина феста? А мы приложили столько усилий для подготовки. А я уже вижу, как армия отлично проводит время.
А это было такое приятное время. Надеюсь, армии тоже хорошо провели это время, смотря BTS News. А надеюсь увидеть армию снова в следующий раз. Увидимся снова, армии. Пока. Пока. Это была озвучка JKUB. Озвучки публикую в своих группах BOOSTY, ВКонтакте, Telegram. Подписывайтесь.